когда мы говорим о грузинах в войне 1812 года, во всяком случае, мне кажется, что мы говорим о людях, которые в то время грузинами ассоциировались только потому, что у них были фамилии грузинские, а в общем, все эти, во всяком случае, люди, которые воевали, которые были на высоких командных постах, все в своих донесениях, рапортах или письмах всегда подчеркивали, что они пекутся о славе Отечества. Отечество наше. Это повторяется у Петра Багратиона не раз. Отечество наше в известном письме Владимира Ияшвили Александру Первому, собственно, за которое, в общем-то, это был повод для того, чтобы генерал-майора Ияшвили отлучить от всего, как он участник заговора против Павла I, и даже, как говорится, чуть ли не первый удар табакеркой он нанес императору. Но в письме сыну Александру Первому он подчеркивает: Отечество наше, Отечество наше, Отечество наше. Это в этой войне, как потом выяснилось, благодаря, сохранившимся в архивах российских, московских, ленинградских, симбирском архиве документах, выяснилось из этих документов, что в принципе в этой войне, тут не только 1812 год, но некоторая часть этих высоких командующих, она принимала участие и в заграничном походе русской армии уже после того, как Наполеон бежал из России, и закончили они также эти походы свои во Франции, в Париже. 13 генералов, 12, потом еще один появился, вроде бы 13-й генерал. Но суть не в этом. Дело в том, что в этой войне участвовало свыше 70 этнических грузин, многие из которых, об этом свидетельствуют дошедшие до нас документы, проявили действительно чудеса доблести, храбрости, и тем самым, в общем, внесли посильный и, может быть, даже неоценимый вклад во славу русского оружия. Грузин в России в XVIII веке или в начале XIX века было мало. Примерно 15-20 тысяч человек всего лишь. Но вы посмотрите, 15-20 тысяч человек, каких дают генералов русской армии. Это знаменитые генералы русской армии, армия, которая славилась своими военными успехами и дух, который был известен во всем мире. Не напрасно самые выдающиеся полководцы мира говорили, что недостаточно убить русского солдата, надо его еще повалить, потому что пока он стоял на ногах, он сражался за свою родину, за те интересы, за те цели, которые стояли перед ним. И вот когда смотришь и обозреваешь, то действительно нужно удивляться. Всего дворянство грузинское, которое было в России в это время, которое все в разных исторических причин оставило свою историческую родину, нашло убежище в России, было очень немного, примерно человек 400, 500 человек. И вот это грузинское дворянство, которое обосновалось в России, и для которого Россия стала родиной,
таких выдающихся полководцев российской армии, какими были Багратион. Это слава русской армии и в то же время слава Грузии. Багратион – это ученик великого полководца, русского полководца Суворова. И Суворов, как вы знаете, к нему обращался только с особыми какими-то ласковыми словами к нему обращался. Настолько ласковыми словами обращался, что на одном из приемов Багратион, не знающий страха, всегда идущий впереди своих войск, заплакал, потому что эти слова Суворов произносил от сердца. И назвал он его не иначе, как князь Багратион. И причем никаких распоряжений он ему не давал. Зная его блистательные военные способности, зная его отвагу, храбрость, зная, как он относится к своим солдатам, он доверял ему. И исторические документы свидетельствуют о том, как Суворов давал небольшие ему заметки, говорил, как снег на голову. И Багратион понимал, что надо напасть на врага сразу, быстро и его уничтожить. И он это прекрасно делал. И представьте себе, что в тех реляциях, которые остались, которым Кутузов писал или Суворов писал о Багратионе, там самые высокие оценки даны Багратиону. Я должен сказать еще об одном факте. Когда на русский престол вступил Павел I, то происходило совершенно непонятное происходило в государстве. Он то снимал, то высылал, то наказывал, то выдвигал вперед. Но по отношению к военным он поступал совершенно неверно, совершенно неточно. Он одним махом освободил с работы 7 фельдмаршалов, 333 генерала выгнал с работы и еще 2156 офицеров, обер-офицеров и штаб-офицеров освободил из армии. Провел проверку армейских корпусов, там, полков, и, представьте, почти всех разогнал. И только один полк, которым командовал Багратион, заслужил его самую высокую оценку. И действительно, и награды Багратион за это получал, и все так далее, и так далее. Я бы хотел сказать, что сказать. Будучи грузинами по происхождению, они это осознавали, они знали еще язык, они еще помнили язык своих предков. Но они были сынами России и верно ей служили. Ну, настолько верно служили, что тот, кто был вокруг них, подражали им. И тут шло, как бы, если так можно сегодняшними словами выразить, как бы шло соревнование, кто больше любит эту страну и кто больше внесет вклад для ее величия. И вот сейчас мы давайте посмотрим, кто были эти люди. Тут говорили, что было 12, некоторые говорят 13. Конечно, было больше. Но сегодня мы можем сказать, что их было 13. То есть 13 генералов с грузинской фамилией, с грузинским происхождением, которые внесли выдающийся вклад, я подчеркиваю, выдающийся вклад в историю русского военного искусства. Петр Иванович Багратион, вы знаете, и мы очень гордимся, что и в Москве на Кутузовском проспекте стоит прекрасный памятник, автором которого является наш соотечественник Мераб Берзенишвили и московский скульптор. И этот памятник действительно олицетворяет то уважение, которое русский народ имел, имеет, и, я надеюсь, будет всегда иметь по отношению к Багратиону и тем людям, которые внесли свой вклад. Генерал Гангиблидзе, братья Панчулидзе. Я почему сейчас говорю о братьях Панчулидзе? Панчулидзе Иван Давидович и Семен Давидович. В русской армии было столько прекрасных генералов и столько отважных воинов, что даже в русской армии люди удивлялись их геройским подвигам. 2 брата из одной семьи, 2 брата, кавалеры, георгиевские кавалеры высшего ордена, военного ордена России, 3 и 4 степень. 4 степень давалась офицерам, а 3 степень, это уже была полководческая награда. То есть она давалась генералам. И в Отечественной войне 1812 года 2 брата Панчулидзевы, они имели эту высшую награду. Или давайте посмотрим генерала Шаликова, или Шаликашвили. После войны он изменил свою фамилию и стал называться Чаликов.
Он также георгиевский кавалер 3-й и 4-й степени. Это тоже говорит о том, что это была очень высокая награда, и Родина по достоинству их оценила. Вот среди тех, которые были, вы говорили насчет Живахова, Джавахова, это действительно в русской формулировке, это Живахов, действительно, это, так она произносилась, но это Джавахишвили по происхождению из Грузии, знаменитый княжеский, дворянский род грузинский, который дал стране, давал и сегодня дает, и надеемся, что и в будущем будет давать не одних прославленных наших ученых, там, деятелей и так далее. Вот там было их 4 Живахова, из них 3 было генерала и 1 был офицер. И один лучше другого, и один с другим может посоревноваться в той любви и в том профессионализме, в котором они показывали. Но я о них не буду столько говорить, только хочу остановиться об одном генерале. Это генерал Гурьялов. Фамилии, грузинские фамилии настолько изменены были в российской действительности, что они уже звучали по-русски, и трудно определить, скажем, даже грузину, когда скажешь Гурьялов, генерал Гурьялов, не всегда поймешь, он грузин или нет. Но на самом деле это знаменитая грузинская фамилия, из владетельной части Грузии, то есть княжества, Гурийского княжества по фамилии Гурьели. И я хотел бы на нем остановиться только потому, что это тот самый 13-й генерал, который в последнее время стал известен нашей науке. Кто же этот генерал Гурьялов Иван Степанович, которого русская общественность очень тепло принимает и даже устраивает вечера, посвященные его памяти. Действительно, очень приятно слышать, что в России находятся люди, которые своих предков так уважают. Это был командир, генерал 1803 года, это уже говорит о многом. Командовал полками, командовал там 23-й дивизией, 27-й дивизией, и участвовал под Тарутино, под Смоленском, Бородино, участвовал в Лейпцигском золе, в Бауцене участвовал в взятии Парижа. И действительно, когда стало известно его дела, российская общественность воздала ему честь. Вот этот пример служения Отечеству, которые показывали наши соотечественники в России, это никогда нельзя будет изгладить из истории. Хотя, должен сказать, они боролись за свободу России. Совершенно ясно, они боролись против врага, который хотел покорить Россию. И в этом их историческая ценность, достоинство, сколько бы времени ни прошло, кто бы ни пришел, какие бы политические ситуации ни сложились в стране, память об этих героях, грузинах, участниках Отечественной войны 1812 года, так же, как и память русских воинов и воинов других национальностей, которые участвовали в этой войне, мне кажется, останется навечно. Через 10 лет исполняется 300 лет Военному Союзу, мощной России, и тогда очень маленькой, слабой, растеряемой такими тиграми, нашими врагами, как нынешний Иран и нынешняя Турция. Вот Грузия тогда оставалась буквально, мы были на грани разорения, никогда не забудем, что именно русская армия, русское оружие пришло нам на помощь. Но так и Россия не должна никогда забывать, что маленькая по численности Грузия дала российской армии таких выдающихся полководцев, как Багратион. За ними следует от 500 генералов только в царской армии, и в советской армии было 224 генерала. Из них 72 генерала непосредственно участники Второй мировой войны.